Здравствуйте. Мы продолжаем наше занятие по психологии и продолжаем тему, которая была в предыдущий раз у нас. Это тема, связанная с гуманистической психологией, с гуманистическим подходом к человеку, да, и к оказанию помощи человеку. Я бы хотела, чтобы мы сегодня остановились именно на практике гуманистической психологии и психотерапии, потому что действительно мы сейчас видим, что помимо того, что такая психодинамическая, да, традиция, психоаналитическая традиция понимания человека и оказания психологической помощи, она весьма распространена за рубежом, и в нашей стране. Но, в общем-то, также можно сказать, что начиная с середины прошлого века именно гуманистическая традиция, да, она, так сказать, набирала силу, развивалась очень активно. И, в общем-то, действительно сейчас мы можем встретить разработки различные и в педагогике, и в психологии, и в психотерапии, которые связаны с гуманистическим подходом. Наверное, имеет смысл буквально несколько слов сказать о том, как, собственно говоря, сам Карл Роджерс, о котором мы в прошлый раз говорили, как он приходит к своим представлениям. На него очень большое влияние оказало то, что он ознакомился с целым рядом педагогических экспериментов, которые были связаны с тем, как, собственно говоря, активизировать, да, человеческий фактор, да, как изучить и действительно оптимизировать человеческие ресурсы. В числе многого прочего на Роджерса очень большое, так сказать, влияние оказали результаты следующего эксперимента. Было отобрано несколько классов, в которые входили дети и подростки, преимущественно подростки, от которых, в общем-то, практически отказывались учителя, потому что они имели слабую мотивацию учения, они имели плохую успеваемость и, в общем-то, виделись педагогами как такие достаточно безнадежные. И с ними была опробована новая тогда методика, когда, в общем-то, на столах раскладывались книги, учебники по различным дисциплинам, и этим ученикам, в общем-то, предоставляли такую свободу выбора, темы, по которой они хотели бы получить какие-то знания, и, соответственно, предоставлялась им возможность свободного развития своих интересов. И оказалось, что в таких ситуациях, в такой ситуации педагогической, они демонстрируют заинтересованность, любопытство, некую мотивацию к приобретению знаний. И, в общем-то, они оказываются совсем не безнадежными учениками. И были, так сказать, опять же, замерены те результаты учения, да, которые они показали. И, в общем-то, действительно, они были очень позитивными, обнадеживающими. То есть действительно было показано, что при таком подходе, в общем-то, даже такие безнадежные для традиционной системы обучения ученики оказываются вполне перспективными такими людьми, которых можно чем-то заинтересовать, и они будут прикладывать усилия к тому, чтобы овладевать какими-то знаниями и какой-то практикой. И действительно это представление, да, о человеке как о свободно развивающемся существе, мы уже говорили о том, что оно лежит в основе вообще всей гуманистической традиции, в частности, в психологии. Да? То есть человек действительно существо свободное, творческое, так сказать, направленное на бесконечное развитие. И, в общем-то, действительно из этого следует прямо, что безнадежных учеников, что называется, быть не может. И как раз на прошлом занятии мы говорили о том, что по мере развития гуманистической традиции и, в частности, по мере развития той практики, которую развивал один из ведущих, да, гуманистических психологов Карл Роджерс,
действительно вот были выработаны те понятия, те концепции, да, которые значит, оказались рабочими, работающими, и которые прежде всего были связаны с тем, что вот необходимо, да, во-первых, обеспечить человеку для того, чтобы он мог, так сказать, двигаться в направлении решения своих проблем, с которыми он обращается, в частности, вот в данном случае к психологу-консультанту, чтобы он мог двигаться в решении этих проблем, необходимо, в общем-то, действительно найти пути для удовлетворения основных потребностей, о которых мы уже говорили на занятии, посвященном иерархии потребностей согласно представлениям Абрахама Маслоу. То есть мы говорили о том, что очень важно, чтобы удовлетворялась вот эта потребность в принадлежности, общности, принятии, да, и как бы потребности в том, чтобы быть вот таким признанным и любимым другим человеком, да, то есть вот очень важно вот это принятие. Вот. И кроме того, конечно, для полноценного здорового развития личности очень важно удовлетворение потребностей в самоактуализации, которая, как вы помните, находится на вершине иерархии потребностей по Маслоу. И, в общем-то, именно эта потребность, вот, нахождения путей ее удовлетворения служит тому, чтобы развитие человека шло как бы по такому здоровому, так сказать, пути, да, для того, чтобы происходило, да, здоровое развитие, здоровый личностный рост. И как раз вот те принципы, да, которые предложил Карл Роджерс, они призваны, так сказать, обеспечивать вот эти условия, да, так сказать, для развития. Но очень важно именно то, что поскольку, да, человек – существо активное, творческое, стремящееся к бесконечному развитию, конструктивное, да, то поэтому, безусловно, очень важно понимать, что развитие – это то, что осуществляет сам человек. То есть психотерапевт или психолог-консультант, они только пытаются, стремятся обеспечить условия для этого развития, облегчить человеку этот процесс, помочь ему в чем-то, да, но не давать ему рекомендации, да, не пытаться, так сказать, управлять его развитием. Вот это вот очень важные принципы гуманистической практики. И вот, как мы уже говорили, да, основные принципы практической, так сказать, да, помощи человеку в традиции гуманистической психологии – это действительно найти способы, да, пути удовлетворения потребностей в самоактуализации. И для этого очень важным условием является удовлетворение вот этой потребности в принадлежности, как бы в принятии и в любви, да, вот к другому человеку, то есть к тому человеку, о котором мы сейчас говорим. И, в общем-то, Карл Роджерс, он предложил, да, некоторые, так сказать, формулировки для условий, которые необходимо соблюдать, чтобы действительно происходило изменение личности, чтобы человек двигался в направлении своего здорового личностного роста, а это значит, что он, собственно говоря, вот в результате, да, вот этого общения, да, с психологом-консультантом, что он начинает слышать свой вот этот организмический оценочный комплекс, о котором мы говорили на предыдущем занятии, тот комплекс, который сигналит человеку о направлении его самоактуализации. И человеку это удобнее всего сделать тогда, когда он ощущает себя в атмосфере безопасности, такого теплого отношения, принятия и того, о чем мы с вами тоже уже говорили, да, вот такого вот эмпатического понимания со стороны его собеседника, со стороны консультанта в данном случае. И вот давайте остановимся на тех принципах, да, на тех положениях, которые как раз Роджерс сформулировал как, так сказать, условиях для изменения человеческой личности, да, для того, чтобы, так сказать, человек начал двигаться именно в сторону своего здорового личностного роста. Вот положение первое.
Оно говорит о том, что, в общем-то, если не установятся некоторые личные взаимоотношения между психотерапевтом и его клиентом, да, то, собственно говоря, дальше никаких, так сказать, изменений ожидать не приходится. То есть вот он прежде всего говорит о том, что психотерапевт должен выступать по отношению к человеку, который пришел к нему за консультацией, как именно человек открытый, принимающий и, так сказать, готовый к установлению взаимоотношений, что действительно важны взаимоотношения. То есть психотерапевт выступает как живое существо, да? Живое существо, и дальше будут сформулированы некоторые требования к его состоянию. Ну вот сейчас очень важно остановиться на этом. Мне кажется, что здесь можно установить некоторую такую перекличку с тем, что в свое время говорил замечательный такой православный мыслитель, философ Павел Евдокимов, да, как бы это вот такое вот русское зарубежье. И Павел Евдокимов, анализируя, в общем-то, весьма такой распространенный, да, опыт психологического консультирования в западных странах, он говорил о том, что, в общем-то, по большому счету, любая психотерапия, если она эффективна, она сводится к тому, что происходит восстановление взаимоотношений. Да? То есть вот очень важно, что если мы испытываем какие-то проблемы, такое нестроение, говоря таким нашим языком, да, церковным, какие-то, так сказать, вот беспокойства, да, вот какие-то серьезные затруднения, скорее всего, у нас имеются какие-то проблемы, какие-то трудности именно в сфере отношений, в сфере взаимоотношений, в сфере общения. Да, как бы вот другие, так сказать, слова от Павла Евдокимова, да, это что восстановление общения, да, полноценного общения. И здесь, в общем-то, действительно первое положение Карла Роджерса, оно очень, так сказать, этому вторит, да, очень в соответствии с этим представлением. Положение второе, которое формулирует Роджерс, это то, что действительно человек, который обращается за психологической помощью, находится в состоянии некоторого несоответствия, в состоянии некоторого расстройства, да, какой-то расстроенности, да, нарушения, вот, как бы говоря, опять же, да, нашим таким вот церковным языком, да, вот расстройство какой-то вот иерархии, да, вот духовно-душевной. Но как бы Роджерс, вот как я уже говорила, стремился к тому, чтобы его, так сказать, учения, да, и его практика были максимально религиозно-нейтральны. Он говорит о том, что вот человек находится в состоянии несоответствия. И это состояние несоответствия он описывает следующим образом. Вот у него есть вот это понятие, да, конгруентность. Да, то есть человек в своем нормальном, здоровом, так сказать, гармоничном состоянии, он находится в соответствии, да, или в конгруентности самому себе. То есть, если он испытывает какие-то чувства, скажем, негативного плана, да, то он может отдать себе отчет в том, что он испытывает именно это. Ну, например, обиду, зависть, злость и так далее, и так далее. Да? Как бы стремление там, какие-то агрессивные действия, так сказать, осуществить и тому подобное. И действительно, вот эта вот конгруентность, да, она по Роджерсу расшифровывается следующим образом. Значит, вот у человека есть я-концепция. Мы с вами помним о том, так сказать, что вот Роджерс предлагает некоторую структуру я-концепции. Там есть идеальное я, реальное я, между ними определенные взаимоотношения. И вот можно привести пример, да, который сам Роджерс приводит, который иллюстрирует такое вот состояние несоответствия у человека, который обращается за помощью. В данном случае он приводит в пример некоего студента. Это реальная личность, которая действительно обращалась к Роджерсу за помощью. И у этого студента, у него, так сказать, наблюдаются такие, так сказать, панические атаки, да, такой панический страх, который, так сказать, связан с тем, что, во-первых, ему крайне трудно просто вот пройти по открытому двору того колледжа университетского, в котором он учится.
Да, то есть это препятствует ему просто, так сказать, вот, в том, чтобы войти, так сказать, на территорию университета и пройти по этому пространству открытому. И кроме того, у него также возникает панический страх, когда он должен как бы подниматься по лестнице, да, и особо, так сказать, вот сложное отношение у него к подъему на третий этаж и, соответственно, к сдаче экзаменов на третьем этаже. Вот, скажем, психоаналитически ориентированные или бихевиорально ориентированные психотерапевты, они бы начали выяснять, как, когда, так сказать, возникли вот эти вот тяжелые переживания. Возможно, это был какой-то очень неудачный экзамен когда-то, да, в, так сказать, прошлом, да, отдаленном или недавнем. И это вот как бы закрепилось в виде вот такого вот панического страха. А в данном случае вот по контрасту с этим, что говорит Роджерс? Как он объясняет вот это состояние несоответствия этого студента? Значит, во-первых, сам по себе, так сказать, вот этот панический страх, он уже нарушает, так сказать, поведение, уже нарушает адаптацию. Да? То есть он препятствует этому молодому человеку в том, чтобы он там посещал занятия, как бы свободно вот ходил по территории университета, там общался и так далее, и так далее. Но, кроме того, отдельную, так сказать, серьезную проблему составляет то, что вот этот панический страх, он не соответствует концепции самого студента. То есть его, так сказать, я-концепция, да, она предполагает, что он уравновешенный, спокойный, адаптированный человек, который, так сказать, может спокойно совершенно, да, без всяческих тревог и страхов осуществлять те действия, которые он должен осуществлять, которые ему интересны, которые он должен осуществлять и так далее. Да? То есть вот у него получается вот такое вот, так сказать, множественное, да, нарушение. То есть с одной стороны само нарушение поведения, с другой стороны несоответствие, значит, того, что имеет место, да, вот в этом его «я» реальном, да, который он не хочет осознавать в как бы, да, и «я» идеальном, не соответствует вот тому, как он себе себя представляет вот именно вот в этом идеале. И при этом действительно наблюдается то, что он как бы пытается вытеснить, да, пытается не осознавать, да, ту проблему, которая у него имеет место. Значит, вот с таким сложным комплексом переживаний молодой человек приходит. Что, так сказать, происходит дальше? Да? Вот мы к этому еще вернемся, но что Роджерс говорит, значит, относительно тех условий, которые необходимы для изменения, так сказать, личности человека, да, для продвижения человека к здоровому развитию. Он говорит о том, что, значит, вот второе положение, о котором мы говорили, да, с некоторым таким примером, он говорит, что клиент, да, или, значит, вот, значит, человек, да, приходит в, так сказать, состояние несоответствия, да, но очень важно, чтобы он встретил, так сказать, психотерапевта, который-то как раз находится в состоянии соответствия, да, который находится в состоянии гармоничном, уравновешенном, как бы согласованном, спокойном. И при этом очень важно, чтобы, так сказать, этот человек был действительно расположен вот к другому человеку, да, к тому человеку, который пришел к нему на консультацию. При этом Роджерс затрагивает ту проблему, которая, в общем-то, характерна для огромного количества специалистов, работающих с людьми. Да? Это и психотерапевты, это и педагоги, это и врачи и другие. Да? Вот какие-то такие так называемые помогающие профессии, да? Или профессии, связанные с работой с людьми. Дело в том, что, конечно, каждый человек, каждый такой специалист, и психотерапевт, и педагог, и врач, они могут вообще-то иметь свои личные проблемы. Они могут находиться когда-то, да, в состоянии вот такой вот неконгруентности, в состоянии раздраженности, так сказать, встревоженности и так далее по поводу каких-то своих проблем. Но вот очень важно, да, чтобы именно в процессе контакта с клиентом, по крайней мере, первичного контакта, да, первых встреч, этот самый психотерапевт, да, консультант
чтобы он находился именно в состоянии вот такого соответствия, конгруентности и гармоничности. За счет чего это можно совершить? Да? Ну, во-первых, Роджерс говорит о том, что важно уметь учиться как бы оставлять за скобками, за дверью, так сказать, да, вот, кабинета все свои проблемы. Это один момент. То есть как бы откладывать свои проблемы на то время, когда действительно этот человек, терапевт, да, будет предоставлен сам себе. Второй момент, да, это то, что действительно другой человек, клиент, он может вызывать какие-то эмоциональные состояния, эмоциональные переживания у психотерапевта, такие переживания отрицательного плана. И это может происходить просто в процессе общения. И здесь Роджерс говорит о том, что, ну, во-первых, вот я уже, наверное, говорила об этом, да, есть такой институт супервизии в психотерапевтической практике, то есть те трудности, затруднения, которые испытывает сам психотерапевт в процессе общения своего профессионального, да, он может обсуждать и прорабатывать со своим собственным супервизором. И, наконец, третий момент, о котором говорит Роджерс, это тот, что, в общем-то, в некоторых условиях, да, психотерапевт может себе позволить как бы выразить, но правильно выразить, да, выразить свои переживания негативного плана самому клиенту, в общении с которым эти переживания возникают, но это надо сделать в очень правильной, корректной форме. И об этой форме мы с вами говорили как раз на предыдущем занятии. То есть ни в коем случае не подвергая сомнению какой-то оценки, да, отрицательной оценки личности того человека, с которым он общается, но вот выражая какие-то свои именно эмоции по поводу чего-то, что, скажем, человек сказал, или что он предположил, или как он сам относится, да, так сказать, к терапевту. То есть на самом деле вот в этом процессе общения Роджерс допускает, что сами отношения терапевтические между клиентом и терапевтом могут стать предметом обсуждения, если терапевт чувствует вот как бы некоторую потребность в том, чтобы выразить, да, свои как бы чувства, да, свои переживания эмоциональные вот в процессе именно общения с данным клиентом. Понятное дело, что по мере накопления опыта, да, практического опыта такого гуманистического психотерапевта, он будет очень хорошо понимать, насколько уместно вот здесь и сейчас, вот в этом конкретном разговоре, в этом конкретном общении, обсуждение вот этих отношений, да, обсуждение этих проблем. Но такая, так сказать, возможность есть. Итак, вот все-таки, так сказать, все эти вот способы, да, они должны обеспечить то, что психотерапевт должен, да, находиться, вот желательно, да, необходимо, чтобы он находился вот в этом гармоничном состоянии соответствия самому себе. И четвертое положение, да, это безусловное позитивное внимание к клиенту. Безусловное позитивное внимание к клиенту. Что здесь имеется в виду? Внимание необходимо, чтобы оно было позитивное. Да? То есть это то, что касается как раз вот этого принятия, принадлежности, чувства общности, да, и любви, да, к другому человеку. Это как раз вот то, что обеспечивается, во-первых, позитивным вниманием, да, безоценочным позитивным вниманием. И это тесно связано с пятым положением, да, когда Роджерс говорит о том, что необходимо эмпатическое понимание внутренней системы координат клиента. То есть, если безусловное позитивное внимание, оно предполагает, что терапевт позитивно, тепло, да, любовно, с принятием относится к другому человеку в процессе контакта, да, ни в коем случае не дает, так сказать, какой-то оценки ни личности человека, не дает оценки его чувствам и переживаниям, это дает человеку возможность высказывать свои самые, может быть, бредовые, на, так сказать, его, может быть, взгляд, да, переживания и вербализовывать их, да, и доводить их до внимания, до сведения своего собеседника, своего психотерапевта.
И как бы вот это пятое положение, да, это то, что необходимо вот это вот эмпатическое понимание внутренней системы координат клиента. То есть психотерапевт, центрированный на личности, да, испытывает к клиенту симпатию, и его, так сказать, стремление, да, в том, чтобы именно понять внутренний мир другого человека. И в этом этот психотерапевт, он доходит до того, вот, что как раз, в частности, вот Тамара Флоренская, да, такой диалогический психотерапевт, о котором у нас с вами речь впереди, что она, в общем-то, воспринимает достаточно критично. Почему? Потому что вот слова Роджерса, они следующие. Терапевт способен свободно переноситься в субъективный мир клиента, воспринимать так же, как воспринимает он, чувствовать так же, как чувствует он, переживать так же, как переживает он. То есть так же, как переживает клиент. Вот здесь, безусловно, очень важная такая точка расхождения между гуманистической традицией, гуманистической психотерапией и диалогическим подходом, о котором мы будем говорить далее. Да, впереди у нас этот разговор. Итак, вот пока оставим этот момент, вот кратко, да, можно сказать о том, что критическое замечание, оно, конечно, связано с тем, что мы вот в рамках православной психологии, да, мы понимаем человека действительно в полном соответствии с православной антропологией, как человека, который находится в таком очень поврежденном, падшем состоянии. И, в общем-то, нам не стоит обольщаться относительно наших возможностей познания другого человека. Они ограничены. И думать, что мы можем прямо-таки проникнуть, да, в душевный мир другого человека до такой степени, что будем переживать так же, чувствовать так же, да, понимать так же и воспринимать так же мир, как другой человек, это, в общем-то, ну, некоторая такая самонадеянность, что ли. И из этого будут, так сказать, определенные следствия, о которых у нас речь впереди. Итак, вот по Роджерсу очень важно вот это эмпатическое понимание, которое, опять же, дает человеку другому возможность высказывать себя, да, максимально полно, максимально как бы объемно, и при этом, что очень важно, да, сам человек начинает себя лучше понимать и воспринимать. Да? А мы с вами говорили о том, что, в общем-то, вот цель гуманистической психотерапии – это помочь человеку правильно символизировать свой опыт, поскольку он зачастую искажает этот свой опыт. И это, в общем-то, действительно как бы после того, как вот достигнуто это взаимное принятие, взаимное понимание, да, при выполнении вот этого пятого условия, мы с вами уже говорим о вот этом шестом условии, да, что необходимо как минимум, да, чтобы произошла некоторая передача клиенту вот этого эмпативного понимания и безусловного позитивного внимания психотерапевта по отношению к клиенту. То есть вот это дает клиенту возможность все лучше и лучше самому себя принимать, самому себя понимать. И, так сказать, как некая программа «Максимум», да, это действительно вот то, что касается помощи в осознании, в правильной символизации своего опыта, искаженного опыта, отрицательного опыта, да, того опыта, который человек, скажем, не хочет признавать, допустим, да, в общем-то, вот человеку оказывается легче, проще, да, осознавать и правильно символизировать, то есть называть этот опыт, когда, значит, вот психотерапевт, ну, как бы зачастую возвращает ему, да, его высказывание с попыткой, с, так сказать, такой тенденцией, вот стремлением уточнить, сделать наиболее, так сказать, ясным и понятным, да, для себя и для самого клиента, что же, собственно, испытывает, что чувствует вот этот человек, да, в данный конкретный момент по поводу тех или иных своих переживаний и вот трудностей, стремлений и так далее. Да? Ну и вот как бы существует несколько таких техник, как бы, да, которые могут помочь вот этой правильной символизации опыта. Это и так называемая техника отражения эмоций, и техника вербализации. И, в общем-то, их, так сказать, задача именно в том, чтобы вот
удовлетворить этому условию, не давать человеку рецептов, не давать человеку толкований, советов каких-то, да, а именно помочь человеку самому понять себя, да, и самому решать свою проблему в результате личностного роста, и отражая, да, вот то, что собеседник говорит, то, что клиент говорит, сообщает, да, вот эти чувства, и как бы вот возвращая, да, в каких-то небольших, так сказать, измененных таких, да, формулировках, с какими-то акцентами, может быть, такими очень тактично поставленными, да, со стороны терапевта, значит, вот клиенту, вот эти вот его высказывания, да, он действительно может ему помочь достичь вот этой конгруентности, достичь правильной символизации опыта, правильного осознания своего опыта и тем самым как бы вот упорядочить свой опыт, да, структурировать его и найти путь вот к этому самому, так сказать, удовлетворению потребности в самоактуализации, которая, потребность самоактуализации, на самом деле является целью для вот осуществления вот такого вот психологического консультирования в рамках гуманистической традиции. И очень важный момент, да, очень важный принцип, да, вот как бы по соблюдению вот этих вот 6 условий, да, значит, очень важно то, что ответственность за решение, да, которое принимает клиент, она полностью на клиенте. То есть вот терапевт, он не зря воздерживается от всяческих рецептов, советов и толкований, он всячески стремится к тому, чтобы помочь личностному росту самого вот этого клиента, да, самого обратившегося за помощью, для того, чтобы он сам самостоятельно взял на себя ответственность за свою ситуацию, и в результате вот того, что он вместе с терапевтом найдет как бы путь, свой путь, да, к своему личностному росту, именно за счет этого сам человек решит ту проблему, с которой он обратился. Вот это вот самое главное, так сказать, такие принципы, да, самые главные идеи, вот, заложенные в практику оказания психологической помощи на основе гуманистической традиции. Ну, на этом, наверное, мы давайте завершим вот это наше занятие и вот теперь поставим некоторые вопросы. Да? А теперь вопрос.